Всем привет! Сегодняшний выпуск посвящен Джейн Остин. Как вы знаете, книги Джейн Остин – это большие романтические произведения, в которых очень много героев и различных женских терзаний. Как известно, основное развлечение того времени – это балы, рауты, чаепитие и так далее. И сегодня мы приготовим два блюда, которые, собственно, были финальным этапом этих чаепитий и встреч. Это печенье и желе. Начнем мы с желе, и для его приготовления нам понадобится яблочный сок, желатин, сахар, мускатный орех и корица, вода и любой цитрусовый. Мы возьмем грейпфрут. В то время желе было наиболее популярным десертом, довольно-таки простым, незатратным, и его часто готовили для различных встреч и мероприятий. Я нашла один рецепт из книги 18 века, сейчас я вам его прочитаю. Возьмите 2 унции рыбьего клея, смешайте с квартой апельсинового сока, щепоткой корицы, шелухой мускатного ореха и сахаром по вкусу. Влейте белки 8 яиц. Кипятите все вместе примерно 10 минут на сильном огне. Затем пропустите через марлю. В очищенную смесь добавьте апельсиновую кожуру, нарезанную тонкими полосками. Добавьте сок 2 севильских апельсинов, и вы значительно улучшите вкус желе. Рецепт это из кулинарной книги «Быстро и просто» 1796 года. Но мы немножко его изменим, сделаем попроще и из более доступных нам ингредиентов. Для начала нам нужно замочить желатин. Я использую листовой желатин, потому что с ним гораздо проще работать. Его можно замочить в любом количестве воды. Займет это буквально 2-3 минуты, а потом просто растворить в нужном нам соке. Мы замачиваем желатин и параллельно нагреваем воду с сахаром и цедрой. Воду с сахаром и цедрой мы прокипятили, сахар полностью растворился, и пока вода еще горячая, мы туда опускаем желатин, который у нас уже размок. Мы его немножко отжимаем от лишней влаги и растворяем, помешивая в воде с сахаром. И после этого сюда мы добавляем специи, это корица и мускатный орех, и добавляем яблочный сок. Очень важно использовать сок прямого отжима, не восстановленный и без сахара. Тогда желе получится по-настоящему вкусным и натуральным. И еще раз все перемешиваем. Перед тем, как отправить желе в холодильник, нужно его процедить, чтобы убрать лишние комочки корицы, которые не растворились. Теперь нам осталось просто разлить желе по формочкам и отправить его в холодильник до полного застывания. Пока желе застывает в холодильнике, мы переходим к печенью. Печенье – это классический вариант десерта к чаю, и его обычно в те времена подавали в конце бала. То есть специально после всех танцев вносили подносы с чаем, печеньем, и на самом деле это было самое важное, в принципе, мероприятие. Больше всех это интересовало, чем сами танцы. Сейчас я процитирую вам рецепт 19 века как раз такого печенья. Смешайте фунт просеянной пшеничной муки, полфунта сливочного масла, 6 унций мелкого сахара и взбитые желтки 2 яиц с небольшим количеством розовой воды. Вымесите тесто и поделите его пополам. В одну часть добавьте сушеную смородину, в другую семена тмина. Раскатайте, вырежьте круглые печенье и выпекайте на противне. Этот рецепт мы практически не изменим, кроме того, что у нас будет сушеная клубника, а вы можете использовать любую ягоду, которую найдете. Чтобы нам было проще работать, воспользуемся миксером. Здесь абсолютно не важно, какой у вас будет миксер, планетарный или ручной. В принципе, можно все сделать и руками, но миксер ускорит этот процесс. И для начала мы взобьем масло с сахаром. Масло должно быть комнатной температуры, так оно быстрее и легче взобьется.
Когда масло с сахаром взбилось, мы добавляем 1 желток, и розовую воду. Розовую воду можно найти в индийских магазинах. Это, в принципе, не такой большой дефицит. И снова перемешиваем. Теперь нам осталось добавить муку, но добавлять мы будем не всю, сразу, а частями. Продолжаем замешивать тесто. Не пугайтесь, пока оно выглядит неоднородным. Под действием тепла ваших рук масло немножко подтает, и масса станет более единой. Вымешивать тесто нужно 5-10 минут, тогда вы получите очень хорошую и гладкую консистенцию. Тесто нам нужно разделить на 2 части. Одна часть у нас будет ягодная, а другая пряная. Приблизительно пополам. И в одну часть мы замешиваем тмин, а в другую сушеные ягоды на ваш выбор. Два вида теста у нас готовы. Это пряный вариант и вариант с ягодами. Теперь каждый кусочек мы должны раскатать толщиной 6 мм и с помощью любой формочки придать им очертания. Духовку нам нужно разогреть до 180 градусов, и выпекать печенье мы будем в течение 15 минут. Мы приготовили желе, печенье и, собственно, чай. Вот так легко и просто можно устроить себе чаепитие в стиле Джейн Остин. Не бойтесь, пробуйте, экспериментируйте. Приятного вам чаепития и до новых встреч!